Друзья, всем привет! Меня зовут Петя. Добро пожаловать на канал Жизнь по-хангульски. Сегодня я вам хочу рассказать и показать о работе в Южной Корее, а точнее работу на заводе. Поэтому желаю вам приятного просмотра. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии и let's go! Сейчас поедем на работу, жду друга. На свою, так сказать, любимую работу. Приехали на завод, на наш любимый завод. Смена мне начинается с 8 и до 8 утра. Сейчас буду принимать смену. Мы вот такие вот палеты не собираем. Сейчас надо пробиться. Вот. 어서 오십시오. Вот и идет рабочий процесс. Сейчас я вам покажу, что мы производим. Мы производим вот такие вот детали, утеплители для стен. Такими вот рулонами. Бывает розовые, серые и черные. По крайней мере, то, что я видел. Они идут разной ширины, разной толщины. Эти утеплители труб берут сначала вон с того конца. После того, как под градусом они поступают в тоннель, выходит готовый продукт. После этого тут станок их отменяет по нужным размерам и отрезает по 2 метра плюс-минус погрешно. После этого они поступают ко мне на встречу. И тут потом, после этого я уже их упаковываю. Это вы видите сам процесс. Тут все автоматизировано. Так вот собирается все. Как только заполняется теча, тут подается сигнал, кстати, заполнено, я меняю течу. Надо немного шумно. Все мы каждой детали вот так вот отсыпаем, как ханги называют, это пудрой. Это полностью для того, чтобы когда пронизывают трубу, она проходила легко. И так нужно делать каждую деталь. И вот, друзья, после того, как заполнится теча моя, я ее поменяю и привожу сюда, для того, чтобы заполнить этими деталями коробки, которые нужно будет упаковывать на палет и отправлять заказчикам. Сейчас покажу, как мы это делаем.
И вот так вот я упаковываю эти баксы, коробки каждый день, целый день. Производим мы, как я вам говорил уже, утеплители для труб, для стен. На этом заводе я не так давно, поэтому я так думаю, что основные заказчики это строительные компании. Потому что детали вообще разных форм, разных цветов. Но запах, конечно, на заводе не из самых приятных. А вот мой один из моих минусов, это иногда станок мне действует на нервы. Упаковываем мы детали вот в такие вот коробки. Коробки размером 2 метра. По количеству деталей внутри у всех каждая деталь по-разному. У каждой детали есть своя такая типа лабешка. Допустим, в данный момент мы сейчас упаковываем по 20 штук в одну коробку. А затем, после того, как мы пакуем ее, заскочуем, упаковываем вот так вот в палеты. По 18 штук, 3 ряда. Так вот выглядит наш готовый продукт. Что ж, друзья, наступило время перерыва. Отработал я где-то 1,5 часа, перерыв у меня 40 минут. На этом заводе у меня впервые такое вообще в моей практике, чтобы на заводах были перерывы по 30, по 40, по 50, бывало и по часу. Так, на всех других заводах, где я работал до этого, в принципе, было всегда так же, как и на всех заводах. Стандартно 2 часа работаешь, 10 минут отдыхаешь. Но тут вот такие вот перерывы. Не знаю, мне это нравится, естественно. График работы у меня неделя через неделю, то есть неделю я работаю в ночь, неделю работаю в день. Пятидневка стандартно. По субботам, на выходных мы редко работаем. Только если мы в дневной смене, бывает нас вызывает в субботу, по субботам. А так стандартно пятидневка, неделя через неделю. Зарплата в среднем 2 миллиона 700, 2 миллиона 800 чистыми. После того, как все снимут все налоги, страховку, пенсионку. Так вот. Завод сам нормальный, начальство тоже, в принципе, нормальное. На заводе, как я уже говорил, я работаю с 7 месяца этого года. Уже считаю 4 месяца. Как-то привык. Поначалу было тяжело, то есть нужно было ко всему привыкнуть. Знал работу. Сейчас уже нормально. Но не знаю, сколько я тут продержусь. Как говорится, время покажет. Пока неизвестно. Так выглядит мой завод. Вот наши детали, можно так сказать, назвать их. Видите, в каких масштабах они производят. Это наши коробки, в которые мы упаковываем детали. Завод очень большой. Прям очень большой. Вот цех. Сейчас
Сейчас я вам покажу, как выглядит, в каких масштабах там, начиная оттуда и вот отсюда. Цех просто огроменный. А тут я вам показываю мой цех изнутри, как он выглядит. В цеху у меня 5 станков. Все они производят утеплитель для стен и труб. Просто каждый станок производит разные детали. Цех немного выглядит подшатанно, но не обращайте на это внимания. Я видал заводы и погрязнее, и похуже. Так что не судите строго. Я бы вам показал, что там находится дальше спереди, но, к сожалению, не могу. Так как стоят камеры, и начальство, я так думаю, будет против этого. А в эту течу мы сбрасываем всякие наши браки, которые выходят маленьким размером, или рваными, дрявыми и так далее. Ой, там, по-моему, накопилась моя теча, вернее, заполнилась. Я пошел работать дальше. Что я собрал целый палет. Теперь осталось не только его пленкой обмотать. Палет. Это 7-й палет. В день мы примерно собираем палетов 12, наверное. 12, 10-12 палетов. И также каждый палет проставим карты для того, чтобы в случае чего, там, в случае выявления брака, они могли узнать, чья смена не доглядела. Такое, честно, поверьте, бывает часто. Потом они нам все высказывают, куда смотрели, что делали. По-любому пользовались телефонами. Ну, ладно. Это бывает часто, но не совсем так часто. Теперь нужно эту машину, теперь нужно этот палет увезти. Да, если вам видно, это мой Мерс, мой рабочий Мерс. На него, по идее, для вождения этим Мерсом нужны права, но у меня прав нету, так как я иностранец. Так вот, так как я иностранец, мы все равно технично водим. Она очень опасная. Сейчас я вам покажу еще один цех наш по изготовлению. Тут они подбирают размеры, нужные размеры, вырезают лишние края и выравнивают и складывают вот такую вот коробочку. Так, наступило время ужина. Сейчас я иду в Щектан. Смотрим, что сегодня нам приготовили. День нас кормят в Ягане ночную смену один раз, а в дневной смене в Чукане нас кормят 2 раза. Посмотрим. Так вот, друзья, к сожалению, я не смог вам заснять наш шведский стол.
Но я покажу, что я набрал. Это кимчи, жареная колбаса с яйцами, салат из капусты. Так вот, такой вот. Также у нас суп соевой пасты с капустой. А также жареная свинина в остром соусе и отварной рис на непаме. Так что приятного мне аппетита. Что, друзья, вот настал мой второй перерыв. 40-минутный перерыв. Со стороны вам может быть показаться, что работа несложная, но это не так. Под утро опять устаешь. Это надо целый день делать одно и то же, одно и то же. Вот это хангукская рутина, блин, день и ночь, работа, дом. Поэтому, кстати, работаю на заводе. Завод называется Хай Корея. Насколько я понимаю, сами детали мы поставляем только по Корее. За границу на экспорт не отправляют. Но работы много, работа стабильная. Поэтому сейчас немного отдохну, и потом дальше работать. К сожалению, я вам не могу показать все полностью от А до Я, все, что происходит на заводе, так как, в принципе, телефоном пользоваться запрещено на заводе, тут везде камеры. И чтобы не было потом недопониманий, что претензий ко мне, типа, снимать нельзя, все. Поэтому я покажу, в принципе, только мою работу, в чем заключается моя работа. И так немного деталей самого завода по возможности. Как будет возможность, может покажу полностью все. Поэтому ждем. Кстати, у нас такой, можно сказать так, многонациональный завод. В нашем заводе работают и камбоджийцы, и вьетнамцы, и филиппинцы, и люди из Бангладеша, ну и мы корейцы, люди, корейцы из СНГ. Наших тут не совсем так много, но хватает, в принципе. Сейчас куда ни посмотри, в каждом заводе, в каждом городе в Корее есть русскоязычные районы. Можно сказать, везде работают наши. Да. Ну и не всегда показывают себя с хорошей стороны. Еще что хочу сказать. Не знаю, по сравнению с заводами СНГ, что раньше то, что я видел по телевизору, там, в кино, я имел представление заводы там, где душно, грязно, не знаю, пыльно, вредно. У меня были такие ожидания в Корее. Когда я приехал в Корею и начал работать на заводах, то совсем другое здесь. Многие заводы чистые. И единственное, да, есть те заводы, где там грязно, есть заводы, где там поли, то есть быстро, стоят под душой. Но пока мне такие не попадались. Цель этого ролика, наверное, заключается в том, что я хотел бы показать всем тем людям, я знаю многие люди, которые думают о Корее, там, мечтают приехать в Корею, и не они думают, что тут в Корее мы здесь, не знаю, гребем деньги лопатами. Это не так. Корея очень сложно. Сам уровень жизни, да, здесь выше, но также и стоимость. То есть жить в Корее очень дорого. Жить в Корее дорого в чем? Это у нас есть все. Это плата квартиры, кредиты, то же самое, страховки, налоги. Здесь, блин, продукты питания даже те же самые, которые намного дороже, чем в наших странах. Поэтому не думайте так, что в Корее так легко зарабатывается легко. Нет, это не так. Везде тяжело. Даже знаю многих людей, которые много лет находясь в Корее, до сих пор не заработали ничего. Потому что жизнь дорогая в Корее. Намного дороже, чем вы, не знаю, те люди, которые не были в таких, наверное, развитых странах. И представляете жизнь, что вот они получают зарплату там по 2, по 3, по 4 тысячи долларов.
и могут это все откладывать. Нет. Бывает, даже умудряется так, что люди работают, муж и жена, допустим, работают, и им не хватает на жизнь, на месяц. То есть живут также от зарплаты до зарплаты. Поэтому Корея то же самое страна. В Корее, допустим, я знаю точно, если там, я не знаю, неделю не поработаешь, то ты можешь, не знаю, уже залезть в долговую яму. То есть уже тебе по-любому не будет хватать ни на что. Так, да, здесь много заманухи, потому что здесь много соблазна. Куда можно поехать, куда хотите поехать. Да. Из-за этого здесь, как говорится, много суицидников, которые сами ханги даже не выдерживают, и государство пытается там сократить рабочие часы в неделю, то есть они думают о народе, но на самом деле, ну, это не получится у них пока. Ну, это чисто мое мнение. Работая на заводах, это очень привязанность, наверное, большая привязанность. Здесь потому, что есть недельные бонусы, есть месячные бонусы. Недельные бонусы, они тоже, блин, ну, ввели вот недельные бонусы. Человек, получается, среди недели не может пропустить рабочий день, чтобы не потерять его. Это тоже, знаешь, такая немного, как это сказать, люди боятся не выходить среди недели, так как могут потерять свой недельный бонус. Ну вот считайте, представьте, человек, даже меня, вот я работаю с 8 до 8, да, вот. Это, выезжаем с дома мы за час до начала работы, а представьте, это что, и приезжаем, ну, почти вот полчаса занимает дорога. То есть приехал домой, и, в принципе, у тебя ни на что нету ни сил, ни времени, ни желания уже в конце рабочего дня. Чисто ждешь выходные. На выходных ты или отсыпаешься, или находишь в себе силы и идешь гулять. Так что не думайте, что Корея это как дорамах, здесь все хорошо, здесь все так цивильно. Нет, здесь сложно. Это реально. Тут нужно, не знаю, уметь сохранить себе голову. То есть морально в Корее очень тяжело, потому что это все, не знаю, вот со всех сторон в голову, ты постоянно в думках, что дальше будет, как дальше будет. Ну, знание языка еще это тоже прям сильно подпирает тебя. Вот такая вот жизнь в Корее. Но, по крайней мере, это лучше, чем в данный момент, чем в СНГ. Так как в СНГ сейчас очень сложно. Нет ни работы, ни достойной заработной платы, где прожиточный минимум это вообще там не соответствует, наверное, зарплате. То есть тут хотя бы можно на что-то накопить, ну, и ты знаешь, что ты если не останешься. В любой момент ты можешь выйти на подработку, на рыбалку и заработать себе на что-то. Поэтому пока нам тут хорошо. Ну что ж, друзья, вот подходит к концу мой рабочий день. У меня последний перерыв. Приехал в магазин, чтобы купить, попить энергетика, так как немного спать охота. Что сказать, сегодня день был немного сложноватый, так как сегодня детали были немного сложные. Но ничего, как говорится, бывало и хуже, и сложнее. Поэтому спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. И, пожалуй, на этом видео я буду заканчивать. Всем пока!